A95XW2. Вот такое вот чудо с вот таким вот нестандартным дизайном сегодня у нас на обзоре, поэтому на канале Технозон. Поехали. Я начинал данный обзор, когда уже подключил на тесты, я скептически отнесся к ней в плане нагрева. Да, в принципе, скептически его и закончил. На самом деле не все так плохо. Я когда ее разберу, вы посмотрите, в чем там вопрос. Дело в том, что китайцы, они такие китайцы. У них была классная задумка по охлаждению, у них был маленький радиатор, но сверху есть крепление под металлическую пластину, и через термоинтерфейс должно было тепло отводиться на металлическую пластину. Металлической пластины нет. Сэкономили. Но, в принципе, простота разбора и наличие каких-то дополнительных моментов крепления делает эту приставку легко модифицируемой в плане охлаждения. По поводу самой приставки. Внутри есть разные варианты. 2х16, 4х32, 4х64. У меня 2х16 версия. Специально взял младшую, потому что вы почему-то чаще спрашиваете про младшие. Да и цена ее на момент обзора была $33. То есть она достаточно дешевая. Что у нас внутри? Logic S905W2. Это, знаете, четырехъядерный процессор по 1,8 ГГц. Это старый S905W, это облегченный S905X4. Просто-напросто его облегчили. Он не такой быстрый, как 905X4, но при этом поддерживает AV1 кодек. У него здесь нет USB 3 в этой приставке, есть два USB 2, но мы смогли проиграть тяжелые фильмы с жесткого диска. Есть разъем для TF-карт, HDMI, LAN RJ45 на 100 мегабит, оптический SPDIF, аудио-видео выход, то есть можно подключать к старым телекам. И знаете, что я вам скажу? Очень интересный момент. Дело в том, что прошивка, она такая же, как в A95X, но есть такие недоработки. Во-первых, это Android 11. Я, в принципе, связываю это все с Android 11. Некоторые приложения типа Throttling Test работают криво. 3D Mark нормально не заработал. Хотя контент мы воспроизводили абсолютно весь. То есть YouTube 4К, я думал, что он будет дропить, не дропит. Дикую реку он отмахал. Визуально это, оказывается, с моим капчером был вопрос. То есть он не дропит. 4К 60 FPS в YouTube, потом 4К, допустим, IPTV работает. Опять же, температурка повышается, но мы про модификацию вы уже поймете. То есть, когда я его разберу, вы реально все поймете. Wi-Fi не порадовал. Я думаю, что дорабатывать антенну можно, но опять нужно или нет, это уже решать вам. Я вот в резюме я все скажу, как я думаю. То есть я не буду ничего скрывать в этом обзоре абсолютно. Что еще меня напрягло в данной приставке? 100 мегабитный LAN. Я, как бы, знаете, была у меня такая мысль. Tanix TX9S уже все отчалил в мир иной, его уже не купишь днем с огнем. Если получить примерно такую же приставку по быстродействию, да еще и с 1000 мегабитным LAN, да еще и за $30, то это будет, ну, топ. Топ за свои деньги, как любят говорить блогеры. Но чудо не свершилось. Чудо не свершилось. Вообще, я вам скажу, прямой конкурент этой приставки, вот я вместо этой приставки советовал бы брать Vontor X3. 905X3 процессор. Есть хорошие кастомные прошивки. 1000 мегабитный LAN. Это как вот ее правильно мои подписчики сравнивают в комментариях. Это как автомат Калашников, ККК-47. Он просто ККК-47. Как автомат АК-47, вот так вот скажем так, который просто вы передернули и, не вы передернули, взяли затвор и просто работает, просто стреляет, просто работает. Поэтому данный ТВ-бокс мы сделаем обзор, но сильно больших иллюзий не питайте. И я бы советовал вместо этого ТВ-бокса рассматривать Vontor X3 на кастомных прошивках Slimbox и на всем известных, конечно же, портах от Югус. И вот эти вот все мои слова насчет того, что у нее есть какие-то нюансы, они справедливы до того момента, пока вы не модифицировали охлаждение и пока вы пока не вышли кастомные прошивки. Если выйдут кастомные прошивки, то это уже будет совсем другой однозначно разговор. Но есть как есть. Но ссылки на проверенного продавца, ссылки на Югус, на Vontor X3 лежат в описании под видео. Подписываемся, нажимаем колокольчик, а мы поехали обозревать и, конечно же, потом разбираем, и резюме советую подождать. Переходим. Друзья, начну сразу с такого момента. Здесь у нас висит окошко с температурой.
Температура у нас сейчас в простой 75 градусов. Показываем все как есть. И начнем сразу же с AIDA 64, потому что, как по мне, там достаточно интересная информация в плане того, что, ну, я взял младшую модель A95XW2, 2х16, и доступна у нас, допустим, на текущий момент 1157, но это все мелочи. Ну, это не 1157 из коробки, это все мелочи. То, что у нас есть Bluetooth, это хорошо. Процессор Cortex A35 по 1,8 ГГц. Это iMlogic S905W2. Mali G31 стоит у нас видеоускоритель. Есть у нас Link Speed. А что такое маленький Link Speed? 260 Mbps. Ну ладно, посмотрим. Android 11, 30 IP, рутованный девайс. И температура у нас совпадает. Датчик с... Или он замерз, этот датчик, не понимаю. Сейчас мы его перезапустим. Вообще совпадает, да, совпадает датчик. Все, мы ориентируемся на него. И из кодеков заявлено у нас, смотрим, поддержка чего? AV1 есть, смотрим, VP9 on 2, есть у нас AV1. Ох, и работает долго меню, я вам скажу так, включается, а по факту, наверное, тротлит. 78 градусов, 79. Давайте посмотрим на меню. Меню абсолютно стандартное. Вообще ничего здесь нет вот такого, что могло бы нас заинтересовать. В экране у нас, ну, поддержка разрешения до 4К, 2К, 60 Гц. У нас есть варианты адаптивного HDR, то есть не будет работать постоянный HDR. Разрешение поддерживается от 480p до 4К, 60 Гц. Есть HDMI-цик, который худо-бедно работает на включение-выключение. И в расширенных настройках экрана ничего нет. Конечно же, ни о каком автофреймрейте мы здесь говорить не можем. В расширенных настройках звука у нас есть тут выбор форматов, который, откровенно говоря, у нас нормально не работает. И все, больше смотреть в меню нечего. Интересная штука. А давайте-ка сразу мы приступим к системным тестам, потому что чувствую, нас ждет очень много разных откровений. Вообще стараюсь все делать без монтажа, чтобы вы видели долгое переключение интерфейса, то есть как отрабатывает интерфейс. Очень интересно, как отрабатывает контент. Тестируем 5 ГГц. 135 на 228. Как-то маловато. Давайте еще раз перетестируем. Ну, ничего не поменялось, даже еще меньше. 121. Этого мало. Для воспроизведения 4К контента, имеется в виду онлайн какого-то тяжелого, это мало. При том, что это идеальные условия тестов. Я думаю, в реальности он покажет еще меньше. И это с учетом, что это AX6000 роутер достаточно мощный. Давайте пробуем 2,4 ГГц. Диапазон. У нас даже джиттер большой, 24 миллисекунды. Ну, 26, такой себе середнячок. Середнячок, и по-другому я ничего не скажу. По-другому здесь не будет. 30. Ну, такой, даже ближе к выше среднего. Для 2.4, для ТВ-боксов. А вот на отдачу пошли прыжки. Пошли прыжки на отдачу. Ай-яй-яй. Вы видели провалы какие до 9 мегабит? Ну, вот опять же, все по-честному. Давайте... Сейчас я LAN RJ45 подключу. У меня есть, я думаю, что здесь сотка. Однозначно. Вот был бы здесь 1000 мегабитный LAN, я думаю, вычистить весь мусор, который там есть. И могли бы повторить успех TX9S, потому что дешево получается версия 2х16. Но здесь сотка. Здесь сотка, честная сотка, 94 мегабита. Обидно и досадно, честно вам скажу. Потому что когда был TX9S за 25-30 долларов с 1000 мегабитным ланом на 8-ядерном проце, это был вообще просто-напросто неоспоримый топ. По сетевым возможностям все понятно. В Antutu он набрал 71 820 баллов. Это на порядок, ну это конкретно ниже, чем даже на 20 тысяч, чем 905X4. Что самое интересное, что он даже ниже, чем 905X3, поэтому это новое поколение вообще ничего нам в приросте производительности не дает. Стартанем сейчас тротлинг-тест и посмотрим, что из этого получится. Ох ты ж, он еще и перевернулся. Ну ладно, будем ждать, а что нам остается делать? Нам нужна правда, но зато за температурой мы сможем следить в этом маленьком окошке. Да и в принципе температуру и так будет видно. Хотя тротлинг-тест не показывает сейчас реального положения дел, потому что нужно еще задействовать графику. А это мы увидим уже в играх и воспроизведении контента.
после теста это все стало вот таким вот. 77 градусов, но при этом смотрите, что происходит. Я стартую тест, и вот такая вот штука появляется. 32 джипс, это вообще слабый прос. 31 минимально, он тротлил. И 77 градусов. Ну да ладно, будем температуру определять, потому что тротлинг тест работает некорректно. Будем температуру определять уже в процессе работы. Так мы и дошли до оценки мультимедиа. Мультимедиа это, конечно, и смех, и грех. Почему? Потому что, слабоват проц. Для тяжелого контента давайте пробовать 4К ролики. Я буду удивлен, если он проиграет Дикую реку абсолютно без каких-либо дропов. Потому что тот же самый Mi Box, он дропит. А ну сейчас пробуем. Ой, не-не-не-не-не-не-не. Это я уже вижу, что здесь дропы есть. 4К 60 FPS, Дикая река. Она проигрывается не так, как должна. Давайте еще раз пробуем. Как-то я вообще не понял, честно говоря. Пошел проигрываться. Ну есть же дропы. Визуально есть дропы. А он их не отбивает. Слушайте, я вообще что-то ничего не понимаю. Визуальное изображение дропит. Смотрите на изображение. Оно дропит. Я вообще ничего не делаю. А дропы не отбиваются. Здесь не дропит. А давайте сейчас другое посмотрим. Ох, как бы интересно. Давайте стрит-арт посмотрим. Он тоже тяжелый вообще на самом-то деле. Ну, стрит-арт воспроизводится. Слушайте, ну худо-бедно 4К 60 FPS работает. Я вам честно скажу. Давайте еще одну попробуем. Да ну ладно, слушайте, он работает. 77 градусов при проигрывании в YouTube. Ох, как интересно. 4К 60 FPS поднял. Давайте попробуем AV1 видео. Так, AV1 видео, это наше видео, чуть черный экран. И AV1 работает, и 4К 60 FPS работает, и тоже не дропит. Ладно, хорошо, YouTube прошел. Вот, знаете, отдам должное, YouTube прошел, хорошо. Давайте пробуем 4К каналы. Так, пробуем 4К канала IPTV. Обязательно. Это у нас прям стандартный тест на 4К IPTV. Тоже воспроизводится. Слушайте, а пусть сейчас мы попереключаем. Сейчас отключим аэромышь. Попереключаем, посмотрим, как он переключает. Отлично. Слушайте, это работает. Пусть поиграет, я температуру хочу увидеть. 74-75 градусов 4К IPTV. Блин, высоковато. Не критично, но высоковато. Ладно, ждем. Сколько я не смотрю 4К каналы, выше 77 нет. Хорошо, ладно, прошел тест на 4К канала IPTV. Теперь есть один момент. Мы должны с вами протестировать проигрывание с внешнего носителя фильмов, которые вы купили, в кавычках. Ибо наш канал не пропагандирует просмотр контента бесплатно с некоторых пор. Знаете, так прилетело. Смотрим. Это Gemini 60 FPS на 70 гигов. И он тоже воспроизводится. Слушайте, ну действительно, я как-то, возможно, сильно критичен к данному действию. Но это работает. Даже через USB 2. На поддергивание не обращаем внимания. Дело в том, что разность записи экранного рекордера, камеры и воспроизводит. Динамично 80 градусов, я вам скажу, но воспроизводит. Сейчас попробуем еще один фильм. Данный фильм я обычно использую на вот таких внутренних плеерах для проверки, поддержки корректного. Пробуем звуковые возможности. Dolby Digital есть. DTS заработал. Dolby True HD нету. Да, нету. И DTS Long Lossless нет ни при каком раскладе. У нас с вами ситуация, что из 5.1 звука работает только Dolby Digital и DTS, True HD и Master Audio нет. Из стриминговых сервисов данная приставка, может быть, поддерживать ограниченное мегугов 4К, но пусть вас не вводит в заблуждение здесь Netflix. Netflix здесь SD, то есть это не тот Netflix, на который стоит рассчитывать. Здесь нет ни 4К, ни Dolby Vision, поэтому это просто, знаете, черный Netflix, так называемый, в самом-самом плохом качестве. На него я даже не обращаю внимания. Конечно же, пробуем фильмы из популярных источников. Называть популярные источники не будем. С некоторых пор YouTube стал безжалостно банить за такое действие. Тут, как бы, понимаете, в чем вопрос с 4К фильмами. Слабоват модуль для мега чего-то такого интересного.
Давайте попробуем на 70 гигов. Это тяжелая раздача, очень тяжелая, не каждый справится с ней. Так, само собой автофреймрейта нет, ну давай, запустишься, сейчас должно появиться надпись. Это так фильм, сын послания из глубин, то есть такое. Ждем, пусть проигрывается. Очень интересно стабилизировалась температура. 72 градуса при проигрывании такого тяжелого контента, это очень даже неплохо. 75. Ну пускай проигрывает, подождем. Если фризанет, я обязательно вам покажу. 82 градуса. Но, справедливости ради, скажу так, что он проигрывается. Я сижу, смотрю, и он проигрывается. То есть даже несмотря на 82 градуса, я удивлен. Я не рассчитывал от такого процессора, такой прыти. Ну ладно, есть как есть. Что еще? Запустить вам игры, для того, чтобы понять, насколько это все работает. Расстраивает наличие всего двух USB 2.0. Сейчас мы вообще разберем, посмотрим, что там у нас будет. Всего 2 игры запущу каких-нибудь, не более. Потому что, ну, тоже тратить... У него игровая производительность низкая. 3D Mark, кстати, мы не смогли запустить. Он постоянно пишет, что тест в ожидании, и все, и не запускает. То есть, либо... Я подозреваю, что прошивка недоработана, очень сильно недоработана. Самое интересное, что это работает. Блин, я, честно говоря, немножечко приподвисаю. Это стабильно работает. Да ну, в принципе, почему оно не должно работать? Если оно на Mi Box, допустим, тот же самый асфальт работает, то и на этом проце, на 905W2 это тоже будет работать. Я не скажу, что это топ, она просто работает. Я вот как-то смотрю, 82 градуса. Вот сейчас мы ее... О, а что оно меня увело влево вообще? У нас есть input lag на геймпад. Интересная фигня, ну сейчас протестим. 84 градуса. Вы знаете, есть input lag, я могу сказать 100%. Небольшой, но есть. Поэтому даже вторую, да, input lag есть. То есть я нажимаю, она инертно уводит машину вправо. Поэтому эта приставка не для игр. Абсолютно. Я даже вторую игру запускать не буду, получается. Давайте сейчас мы его обгоним. Я даже не буду запускать вторую игру, потому что, вот видите, я здесь врезаюсь постоянно. Нет времени, нет смысла на это тратить время. Абсолютно никакого. 86. Уху-ху-ху-ху. Интересная штука. Насколько хватит? 87. О, давайте так уже. На какой-то для себя спортивный интерес иду. Мне дали там достижение городской ужас 3х. Короче, я еще и городской ужас, поняли. Не очень хорошо меня обозвали. Ну, 87 больше не греется. Эх, ладно, 88, да ну что ж ты будешь делать. Все, ребят, я выхожу, резюмирую, особо больше говорить нечего, ибо приставка говорит сама за себя. Ох и дизайн, я вам скажу. Вот это, конечно, знаете, такое похоже на брак. Ну давайте, я думаю, что здесь у нас есть винтики, я оказался прав. Где тут моя любимая отвертка, ссылка на которую в описании под видео. Нет, часто... Ой, а что здесь? Только в одном месте он, получается, прикручивается. Я такое первый раз вижу. Стоп. Это как вообще? Как это вообще понимать? В двух местах такое, черт знает что. Ну, вскрыли. И что дальше? Валяйся. Так, вскрываем дальше. О! Так, вскрыли. Что могу сказать? Здесь просто очень интересный момент. Вот это вот зачем, я не понимаю. Зачем вот это вот может быть? Вот что это за решение? Кто мне скажет? Это для того, чтобы что? Чтобы она... Блин, я понял. Это такой ограничитель своеобразный. Он, скажи, я такой первый раз вижу. Вообще абсолютно первый. Я в шоке. Это у нас антенна. Модуль очень, не модуль, а радиатор очень-очень маленький. То есть любая модификация с радиатором, если вы сюда хотя бы 2 проволоки вставите, алюминиевых, медных, неважно, хотя меня там ругают, что медь реагирует, нифига, это не под напряжением, не будет там ничего реагировать. Так, давай покажем модули памяти. Видно их? Вот. Приближаем модули памяти для наших друзей. Теперь хранилище.
я вот вообще их не вижу. Они так затерли. Wi-Fi чип AM, 3255 или 3155, не вижу. Мелкая. 30 АВ даже, да. АВ 3155. Все, в принципе, нечего тут больше смотреть. Просили еще показывать HDMI разъем. Тоже. Все, ребят, я складываю. Здесь, в принципе, знаете, в чем вообще вопрос? Здесь была задумана пластина под охлаждение. Видите? То есть есть у нас место под охлаждение. То есть если бы сюда добавили, как задумывалась, пластина и через термопрокладку, то это была бы идеальная приставка в плане нагрева. Ну, как бы я не говорю, что это сама по себе идеальная приставка, но в плане нагрева это было бы просто супер. Но опять же экономия китайцев вот сыграла с ними такую жуткую, злую шутку. Все, ребят, собираем и будем уже резюмировать данный ТВ-бокс. В качестве выводов я вам скажу так: если вам просто посмотреть ютубчик и IPTV, то за $33 вполне сносный вариант. Хотя, опять же, возникает вопрос, насколько долго вас хватит. Она воспроизводит HDR, она воспроизводит какой-никакой звук, она работает. Если модифицировать охлаждение, она еще и не будет греться, и быстродействие само собой повысится. Но в целом я бы брал бы реально Wonder X3 и не заморачивался бы с этим вот действием 2:16. И как бы не очень понял. То есть за эти же деньги, допустим, если 4:32 брать, можно взять приставку получше. Ну а в целом, если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. Мы это не советуем. Вот на наш взгляд, на ваш решать вам, по вашим потребностям. И если появятся кастомные прошивки, то да, это будет, конечно, хорошо. Но с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.